Представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки, здравствуйте. Второй расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы или события, которые повлияют на вашу жизнь. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду, на период с 1 по 10 декабря, последний месяц уходящего года, мои дорогие, когда мы строим уже планы на будущее. Ну и подводим итоги тоже. Давайте узнаем у колоды Ленорман, каковы подсказки карт, и мы не задаем вопросов, а позволим картам раскрыть нам события ближайшего будущего, как это видят именно карты. Что зачем будет следовать или с чем это будет связано, с какой сферой жизни возможно. Что для вас в эти 10 дней может проясниться, открыться, или может быть как сфера жизни, которая заставляет больше уделять ей внимание. Итак, события ближайшего будущего для рыб и рыбок. Что для вас? Каков этот период? Я же вас всех приглашаю на свой сайт и оставлю все ссылки под видео. Необходимо прочитать гороскоп на декабрь. Какие энергии, именно как расписание звезд, планетарно, как оказывает влияние на тот или иной знак зодиака. Как и по солнечному знаку можете посмотреть, так и по асценденту. И на колоде Таро неожиданность. Вам переворачиваются карты силы, мои дорогие. Очень много что в вашей власти. Я ее, пожалуй, оставлю. Чтобы, как напоминание, что нет для вас ничего невозможного. Но какие-то аккуратные энергии требуются. Ведь энергетика как у мага. А маг, как известно, великий манипулятор. Итак, неожиданность. В чем ваша сила, ваши сильные стороны? Или что вам помогает? По основным сферам жизни. Дело, работа, бизнес. Энергия денег, финансы. Ну и все, что связано с этим. Личная жизнь. И мы достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Давайте узнавать, что же за события ближайшего будущего. Вот, наверное, не случайно перевернулась эта карта, потому что что-то вам нужно сделать очень аккуратно. Видимо, какое-то решение придется принимать, но сделать это не совсем просто. Луна есть очертания, а конкретики никакой. Темновато как будто. Карта говорит нам о том, что выглянет солнце, все станет на свои места. Но в этой колоде две карты Луна. И одна Луна такая, вот именно она вам и выпадает. Это та, которой мы себе добавляем страхов, сомнений. Мы начинаем, знаете, какую-то ситуацию сегодняшнего дня сравнивать с прошлым. И сами себя можем как-то разуверять, разубеждать, от чего-то отговаривать. Но больше со знаком минус для самого себя, как ни странно. Вот такие энергии могут проходить. Может быть, и обстановка, в которой вы находитесь, она такая не совсем понятная. Почему? Потому что, ну, эпоха перемен, она как раз просчитать что-то невозможно, а вам выпадает аркан силы. Поэтому не добавляйте себе какой-то глубокой философии на мелком месте. Все стоит у причала реального каждого дня. Давайте узнаем. Это вот как внутреннее состояние может быть такое. Но, видимо, внутреннее состояние, тем не менее, связано, знаете, с чем? Вот у вас сильная позиция, а есть какая-то крыса. Мышь, может быть. Ну, условно, конечно. Это всегда те люди, которые нам могут говорить что-то хорошее, или доброе, или пафосное, или повторять нам «я тебе желаю добра», например, да, ну вот как-то именно со знаком плюс, а при этом какой-то постоянно минус с конкретным человеком. И вот вы теперь задумываетесь о том, что как мне сделать для себя что-то очень хорошо, или как мне нейтрализовать, может быть, свои действия, когда вы на что-то уже согласились или в чем-то вы участвуете. Но я должна сказать, опять же, с учетом силы, ваша сильная позиция, и значит, совершенно не случайно к вам пытается кто-то, ну, как, либо сумятицу какую-то внести, либо вами воспользоваться, либо вашими, может быть, возможностями, ну, какое-то дело провернуть, или вовлечь вас в какое-то участие в том или ином вопросе, потому что именно видят ваши сильные позиции.
И где-то вы задумываетесь, почему это происходит. Может быть, это какой-то человек, от которого, ну, мы не избавимся. Увы, мы бываем, у нас бывает такое, или такая картина иногда даже с нашими близкими. И мы уже под конец понимаем, это как метаморфоза, это невозможно. Близкий человек, ну вот он как раз для нас делает постоянно какой-то минус. Или как только мы начинаем с ним взаимодействовать, мы оказываемся в какой-то яме. Может быть, это ситуация и по работе, мои дорогие, когда вам тоже кто-то, ну, так говорит, комплименты, или наоборот подает какую-то тему, что ну у тебя получится, а вот у меня нет. Тут может наоборот человек о себе говорит, что бедный и несчастный, ни к чему не приспособленный. То есть где-то прибедняться, да, вот есть такое выражение. Он может, а вы понимаете, да елки-палки, да нет, это у меня больше проблем, чем у этого персонажа. И где-то вы уже сделали правильные выводы. А человек, может быть, вы ему об этом не говорили, может быть, и не нужно говорить, а сами понимаете, что как-то мне нужно эту нейтрализовать обстановку, потому что это приведет меня буквально в какую-то темноту. Не все так однозначно. И карта мужчина у кого-то может проигрываться. Вообще это очень положительная карта. В этой колоде тоже 2 карты мужчина и 2 карты женщина. И если первая пара, она такая, знаете, больше основана на наших желаниях, такая вот эфемерная, где-то еще то, что не существует в реальности. Вот то вторая пара, и вот как раз мужчина, это то, что в реальной жизни существует. И прочная позиция. Это вам нужно где-то, мои дорогие мужчины, занять какую-то более, ну, такую реальную картину, оценив, может быть, вещей или людей, которые вас окружают, оттолкнуться от того, чтобы себе не навредить. Мои дорогие девочки, по поводу, может быть, конкретного мужчины, вам тоже нужно, пусть в глубине собственной души, принять какие-то конкретные решения. Карта может говорить и о том, что да, существует человек, который и может тоже помочь. Может быть и контакты с человеком, который, с одной стороны, вроде бы тот, который обладает ресурсами. Ведь в первую очередь нам об этом говорит карта. Но некоторые действия от этого человека какие-то непредсказуемые, малопонятные. И вы теперь задаетесь вопросом, с одной стороны, в человеке есть что-то хорошее, положительное, надежное, с другой стороны, какой-то вылазит ляпсус или какой-то минус, которого я каждый раз как будто не ожидаю. И теперь я уже хочу, явно какая-то история была не единожды, а повторялась или была похожа одна на другую, но в конечном итоге ничем добрым для вас не заканчивалось. Вот вы хотите с чем-то разобраться, какой-то вопрос. Давайте я открою еще одну карту. У кого-то в личной жизни. Может быть, это не обязательно родственников касается, может быть, это вашей пары, вы только встречаетесь, и вы еще не изучили человека. Хотя я могу предположить и другой вариант. Все же мы все разные. Это, в принципе, есть какое-то общение со знаком, вот минус, будем говорить, да? Но есть и тот все же человек, который вас поддерживает. Я должна сказать, что поддержка у вас это точно есть. Причем, скорее всего, ну, я так вижу, что это либо родственники, либо ваш любимый человек. Тут вы можете делиться как раз с кем-то из людей надежных, проверенных, которые вас, ну, как приободряют всегда. Или, может быть, буквально материально поддерживают. Вот это может быть. И вы будете продумывать и одновременно где-то вслух, почему вот в моей жизни что-то вот так вот именно продолжается, как мне выйти из какой-то ситуации или как мне завершить какую-то неопределенность. Давайте мы с вами откроем Таро неожиданность, что нам подскажут карты Таро. Ну да, вам нужно принимать какое-то решение такое однозначное, потому что в темноте невозможно идти. Вы как будто можете быть в эти 10 дней в некотором риске. Или, если согласитесь, на какой-то для вас минусовый вариант, или где-то от того, что не предвидите возможные последствия поведения какого-то человека, который как раз по карте крысы проходит. Или, как минимум, вам нужно четко понимать, кому вы можете доверять. Вот это, наверное, пожалуй, самое главное. 4 карты. 2 вот эти мутно непонятные. 2 вполне конкретные.
как будто направо и налево. А туз жезлов – это принятие важного решения. Может быть, это как новость какая-то приходит, и вы ее будете обдумывать. Это для меня с минусом или с плюсом. Вот такой может быть вариант. Вы можете захотеть вообще как-то реорганизовать свою жизнь по-новому. Для кого-то из вас могут совпасть вопросы, связанные с переездом, с поездкой. Или вы захотите проживать в другой местности. Кто-то может захотеть, допустим, пусть это будет проигрываться какая-то семейная ситуация, когда родители и дети и друг друга не понимают. Вот такое может быть. И вы будете обдумывать те варианты, когда или дети уезжают, смотря кто меня смотрит, или когда родители тоже как бы будут жить теперь отдельно, вот как разъехаться. Может быть и наоборот какая-то личная жизнь, когда вы будете планировать жить самостоятельно, чтобы, может быть, была какая-то дружба, и тут вы хотите именно, ну, еще пока не с далекими какими-то даже, может быть, такими думами оформить отношения, хотя у кого-то может быть по части оформления отношений, но и пожить как будто отдельно тоже. Есть то, что вот в реальной жизни вы хотите осуществить, но есть и сомнения, и есть те, которые против. Вот это точно. Ваша сильная позиция в чем? Нужно все делать по закону, все нужно делать еще и по уму. Значит, какой-то свой внутренний баланс уравновесить это в первую очередь. Потому что весы – это всегда душевное равновесие. И понятно, если мы вот в такой луне находимся, то мы сами для себя тут нагоним страхов. И, кстати, позволим себя уговорить на что-то неправильное. Вот это тоже может быть. Поэтому от чего-то оттолкнуться более реального. Может быть, и заручиться чьей-то поддержкой, но как минимум тогда поддержкой закона. Может быть, какой-то договор правильный оформить. У нас период такой, когда мы можем вот именно с приставкой пересматривать брачные, например, соглашения, пересматривать договоры по работе, контракты какие-то, документы какие-то переоформлять, может быть, важные. И нужно все проверять. Знать, в принципе, нужно, как работает в отношении вас закон, если вы что-то хотите осуществить. Но и самому этот закон не нарушать, и тогда буквально закон вам помогает, он на вашей стороне. Но и сильная позиция, и вот посмотрите, карты Таро говорят о том, что принимать решение, может быть, решение какое-то достаточно сложное. Давайте откроем по основным сферам жизни. Деньги есть, деньги будут, возможность заработать деньги. Или, к примеру, девятка чаш – это всегда финансовый какой-то успех. Есть такой момент карты эгоиста, я так ее называю, потому что часто, когда эта карта выпадает, в прерогативе идет слово «цена» или именно какие-то материальные блага. И это еще и одновременно возможности, поскольку все же на работу, откуда к вам приходят деньги. И это может проигрываться для кого-то так, когда личная жизнь немножко по боку, а вы сейчас именно видите какие-то свои перспективы по вашему труду, занятости или заработком, и вы с головой уходите в работу, потому что именно отличный какой-то момент. И сила эта карта нам тоже где-то об этом говорит. И тогда я могу допустить, что не все из вашего окружения, вашей семьи будут довольны. Может быть, есть какие-то у вас обязанности, а здесь вы нет. Вот нужно себя посвятить именно конкретному какому-то делу. Пусть это развитие творчества, для кого-то обучение. На кону стоит что-то важное всегда, когда выпадает девятка чаш. И, может быть, это какой-то финансовый вопрос, мои дорогие, который вы будете укладывать в свои возможности реальной жизни. И, может быть, это и согласование с банками, или на что я могу рассчитывать. Но на кону опять же, какая-то финансовая составляющая даже в ваших делах, в работе. Может быть, у кого-то и учеба. Это не просто учеба ради любопытства, а когда вы осваиваете какую-то специальность новую. Или добавляете себе знаний, чтобы потом как раз получить из этих знаний больше возможностей по части денег. Давайте откроем, что же по деньгам. Но вас кто-то поддерживает и деньгами как будто тоже. Я не исключаю, что и вы кого-то поддерживали, да? И вы можете кому-то сказать «нет», запросто, с учетом аркана
арканов Ленорман. И я где-то это и предвижу, что вы могли долгое время соглашаться на помощь кому-то. А здесь вы понимаете, помоги себе сам. Я сам или сама сейчас в той ситуации, когда, ну, да елки-палки, надоело. Вот, например, да, у меня постоянный минус из-за того, что я куда-то неправильно распределяю средства. Тут именно из-за финансов вот эти карты Ленорман могут показывать какую-то историю. Понятно, у каждого в своей какой-то плоскости она будет, и вам хочется это нейтрализовать. Но по финансам, вот если мы говорим, финансовая энергия, она очень положительная на эти 10 дней, на недели, полторы недели. Но она действительно требует вашего какого-то пересмотра, участия в каком-то новом совершенно ключе. И даже если вам кто-то помогает, может быть, ну тогда перераспределить финансы или как-то продумать вашу дальнейшую стратегию, тактику, как будто нужно. Шестерка чаш – это карта ностальгии. Могут быть какие-то приятные встречи, может быть, с важным человеком для вас. Может быть, это ваш партнер. Может быть, тот человек, опять же, который вас поддерживал. Это может быть кто угодно. Родственники, друзья или какая-то концепция. Может быть, отчасти и по работе. У кого-то может быть... Это, знаете, как семейный бизнес, к примеру. Вот я могу такое предположить. Или это тот бизнес, который с вашими друзьями каким-то образом идет. И какие-то согласования важные вам нужно сделать, чтобы не было для вас какого-то минуса. Вот точно, мои дорогие, вы от минусов будете уходить. Почему? Потому что что-то вы хотите осуществить. Либо переехать, либо, может быть, личную жизнь как-то устроить по-другому. Либо решить вопрос, опять же, по жилищам. Или изменить вообще направление в работе. У каждого здесь свои задачи. Что же в личной жизни карты Таро? Ну да, по королеве жезлов это та, которая себе уже точно не хочет навредить. Это сильная, опять же, позиция, но сила это за счет того, что прежде было очень много минусов. Основное желание: не хочу найти какие-то грабли старые. И вот этот черный кот, который возле нашей королевы, говорит о том, что королева умеет хранить тайны свои и чужие. И по части личной жизни вы кому-то не будете распространяться, что вы собираетесь делать. И правильно, кстати, будете в этом плане действовать. Потому что вы можете, конечно, столкнуться в личной жизни тоже с таким человеком, как вот королева жезлов. Может быть, есть конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня. Овен, Лев, Стрелец. Или имеет асцендент в одном из этих знаков. Не всегда человек, кстати, это может знать. Который тоже действует вот так, у себя на уме или тихим сапом, запросто. И тогда вы понимаете, что нет, мне тут надо менять свою походку и как-то свою тактику вообще перестраивать. Но есть какое-то взаимодействие, может быть, это и родственник, которому вы помогаете. Но то, что мы сэкономили, 2 раза заработали, поэтому вы будете, видимо, в эти 10 дней... У вас сильная, повторюсь, позиция, вроде как и возможности есть, но совершенно необходимо какие-то свои статьи доходов и расходов как-то упорядочить. Или откуда идут поступления денег и мои необходимые траты. Вот что-то подобное у вас будет на кону, несмотря на то, что у вас сильная позиция. Давайте откроем карту совет. Ну вот вы победитель, но ведь по этой карте нам всегда говорят, что ты должен эту победу удерживать. Как только ты ослабишь внимание, все пойдет в кривь и в кось. И все то, что я говорила, все эти карты, хоть Ленорман, хоть Таро, вы не можете что-то оставить действительно на авось. Или у меня сейчас все хорошо, и я успокоился. Нет. Вот тут тогда и вы, скорее всего, где-то это чувствуете. Вы очень интуитивны, мои дорогие рыбы и рыбки. И правильно вы думаете. Я бы сказала так. Вот то, что вас даже беспокоит, но просто это максимально как-то нужно конкретизировать в реальные действия или в вашу какую-то тактику, стратегию. Вот это перевести. Не оставить вот какие-то подсказки вашей души просто так без внимания. Потому что это определяет ваше качество жизни. И вы будете победителем. Какой-то даже сложный вопрос вы решите. Но успокаиваться нельзя. Значит, где-то не повторять прежних ошибок. Или не соскользнуть в какую-то тему, когда вы заново согласитесь
и где-то опять окажетесь в прежней ситуации. Может быть и так, мои дорогие. Все то, что способствует вашей победе, все то, что способствует вашему успеху, вашей силе, где-то и закону, да, это все идет для вас со знаком плюс. Но я так вижу, может быть, и есть вопросы личной жизни, или есть человек, который вас любит. Но это как будто эмоции одна плоскость, а в другой плоскости у вас находятся конкретно какие-то финансовые темы. И у вас выпадала карта сила. Это как раз мы правильно используем эмоции в том направлении или ключе, где они необходимы. Но есть и на злобу дня еще те вопросы, которые время пришло решить однозначно или принять окончательное решение. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.